Сейчас ладно переходим к показу лошадей. Итак, лошадь считается аристократом среди всех корпусов пород лошадей. Ее красоте и грации может завидовать любая порода. Если бы не значительный недостаток этой породы, то можно сказать с уверенностью, что эта порода завоевала бы весь мир как улучшающая порода. Единственный недостаток этой породы – ее незначительный рост. Средняя высота в холке составляет всего лишь 150 сантиметров. Но бедуины никогда не придавали большого значения росту лошади, да большое значение придавали красоте, грациозности и работоспособности лошади. Основные масти или цвета арабских лошадей – это рыжая, гнедая и серая. На серой масти остановимся попозже и поподробнее на ярких ее представителях. Ну и довольно-таки очень и очень редко бывают арабы вороны, то есть черные. За всю историю существования завода у нас всего один родился вороной жеребенок в конце 80-х годов по кличке Вымпел. Почему эта мазь редка в арабском конезаводстве? Долгое время на протяжении веков на генетическом уровне бедуины эту мазь выводили из породы. Бедуины считали, если в семье рождается вороной жеребенок, то это к несчастью в семье. И до восхода первой звезды такой жеребенок должен быть уничтожен так, чтобы даже не видели соседи. Ну, на сегодняшний день в мире имеется определенное количество вороных арабов. И если вам повезло, и у вас родился вороной жеребенок, то знаете, такой же ребенок будет стоить на 2-3 порядка дороже, чем все остальные за счет владения. Но в данную минуту перед вами на манеже находился 4-летний вороной жеребец чистокровной арабской породы по кличке Теодор, недавно приобретенный Терским конным заводом в стране Польша. Ну, естественно, для дальнейшего воспроизведения. В арабском конезаводстве 5 типов лошадей, 3 основные мы вам сейчас покажем, которые имеются в первом уровне. Первый тип, с которого мы сейчас начинаем показ, тип называется сиглавий. Характеризует лошадей этого типа. Лошади очень и очень нежные, нарядные, грациозные, красивые, имеют более женственные такие утонченные черты, но эти лошади в свое время не особо высоко ценились самими бедуинами. Как правило, эти лошади высоко ценились американцами, европейцами. Это лошади шоу-класса, имеют сравнительно невысокую работоспособность. Но в данную минуту перед вами на манеже появился сравнительно молодой жеребец по кличке Бандерас. На сегодня ему 9 лет, но несмотря на свой молодой возраст, этот жеребец уже является дважды чемпионом России в шоу-выставках. В России проводятся 2 шоу-выставки. Одна проводится в конце апреля, в начале мая в Санкт-Петербурге. Выставка называется «Ипостоль». Вторая проводится в конце августа, в начале сентября в Москве. Выставка называется «Эквирост». Это главная конская выставка страны. Так вот, жеребец Бандера – двухкратный победитель этих выставок. Ну и если вы внимательно следили за этой лошадью, то обратили внимание, что с левой стороны на плече и на крупе у этой лошади имеется по небольшому пятну. Такие лошади ценятся у бедуинов гораздо дороже. Считается, что сам пророк Магомед оставил след на теле этой лошади. Надеемся, что это так, и в дальнейшем этот жеребец как минимум станет чемпионом Европы. Второй основной тип в арабском конезаводстве. Тип называется Кохейлан, что в переводе с арабского слова кохель, черный глаз или черный порошок, используемый для краски ресниц. Дословного перевода нет. Характеризуют лошадей этого типа так. Лошади более грубоватые, имеют более грубые такие мужские черты. Эти лошади также являются грациозными и красивыми и гораздо дороже ценились, чем тип сиглавий за свои работоспособные качества. Но в данную минуту перед вами на манеже находится жеребец по кличке Англитер, от намаза и рассоли, победитель выставки «Эквирост» 2009 года и победитель выставки «Ипостоль» в Санкт-Петербурге 2013 года. А также неплохо скакавший на дорожках в нашей стране. Ну, как я уже говорил, долгое время вся селекция у бедуинов строилась на поверьях и вериях. Да не только у бедуинов, у многих народностей мира строилась на поверьях и вериях. Если вы обратите внимание, то эта лошадь имеет белые отметины на задних и передних конечностях. Конечности называются либо носочки, либо чулочки. В данном случае это носочки. Так вот, бедуины считали, если лошадь имеет отметины на задних конечностях, то это к счастью. Если спереди, то это к счастью. С
Судя по этому жеребцу, дела со счастьем располагаться. Превосходно. Ну и если вы внимательно следите за лошадьми, то обратили также внимание, что у третьей лошади, которая здесь перед вами появляется на манеже, на 1/3 за ушами выставлена грива. Делается это специально у арабских лошадей для того, чтобы лучше было видно затылок лошади и своеобразный лебединый изгиб шеи каждой лошади. Помимо всего прочего, с левой стороны в области холки, то есть на спине, имеется 4 цифры. Не знаю, все видно, нет? Первые 2 цифры – это ИНН каждой лошади. Этими цифрами он записан в красном паспорте. Каждая чистокровная лошадь имеет красный паспорт, где записывается дата рождения, год рождения, записываются все ее отметки и записывается до 5 колен предков. Не каждый из нас с вами может похвалиться знанием своих предков дальше 3-й колен. Ну и 2 последующие цифры означают год рождения каждой лошади. Если это было 0,3, следовательно, жеребец 2003 года рождения. Если это будет 0,1, 2001 года рождения. На вопрос, кому сколько лет, теперь вы правильно, что ну и, наконец, представитель третьего основного типа в арабском конезаводстве. Тип называется хатбан. Характеризирует лошадей этого типа так. Лошади очень и очень грубые, мало чем походят вообще на арабскую лошадь. Но эти лошади, да и высоко ценились самими бедуинами за свои резвостные и резвостные качества. Ну а в данную минуту перед вами на манеже появился жеребец по кличке Тузляра, Сарказная гвардия, неоднократно рядом с главной дорожкой ипподрома нашей страны. Ну, как я уже говорил, долгое время у многих народностей мира селекция строилась на поверьях. Здесь, конечно, не совсем видно, но это лошадь на все 4 белонога. Теперь немного о суевериях и поверьях нашей кавалерии. Красное и белое значения не имеет. Каждый из бойцов, кто получал под седло такую лошадь, всеми правдами и неправдами, при всяком удобном случае, всегда пытался избавиться от такой лошади. Долгое время в нашей кавалерии бытовало мнение, что если лошадь на все 4 белонога, она следствие перебьет своего хозяина. Поэтому под любым предлогом такую лошадь всегда бывает. Ну, на сегодняшний день мы можем сказать, что те, кто работали и работают жеребцом, живы, здоровы, чувствуют себя превосходно, и работать с такой лошадью одно удовольствие. Ну, сейчас, как я обещал, поподробнее остановиться на серой масти лошадей. Это единственная масть конезаводства, по которой приблизительно можно определить возраст лошади. Так уж устроила мать природа, что все же ребята рождают. Не запирающий. Правило, это и понятно. Если ребенок бы сразу бы рождался серым, то светлым, он бы был далеко заметен любому хищнику, был бы добычей. Поэтому первая линька уже ребят начинается в 2-2,5 месяца, когда же ребята начинают принимать истинную свою окраску. Рыжие становятся рыжими, гнедые гнедыми, ну а серые становятся темно-темно-серыми. Такими они остаются до 3,5-4 лет. В процессе жизни лошади неоднократно линяют. Линяют они неравномерно, и более светлый волос, неравномерно отталкивая темный волос, образует круги на теле. Легендарная масть, воспетая художниками и поэтами, серая яблоко масть. Это возрастной промежуток от 4 и до 8 лет. К 15 годам этот жеребец станет практически белым, и по истечении 15-летнего возраста на многих серых лошадях появляются темные пятнышки, или как мы называем эту масть, серая гречку масть. И чем интенсивнее бывает гречка на теле лошади, тем больше ее возраст. Но в данную минуту перед вами на манеже находится жеребец по кличке Василия, принц Дериента и Вамланы. Неоднократный победитель ряда традиционных призов нашей страны, а также дорожка Европы. И в подтверждение моих слов, что я вас сейчас не обманываю, перед вами на манеже сейчас появится 22-летний жеребец Ладья. И вы сейчас воочию сможете убедиться, что на теле этой лошади не осталось ни единого темного волоска. Обратите внимание на ход этой лошади на рыси. Трижды венчанный Мадьяр. Что значит трижды венчанный? Главный скаковой приз для лошадей 2 лет, приз имени Калинина, находится в копилке у этого жеребца. Главный скаковой приз для лошадей 4 лет, а это дерби, также находится в копилке у этого жеребца. Ну и главный скаковой приз для лошадей 4 лет и старше. На сегодня это приз Министерства сельского хозяйства России. Ранее это был приз имени
офицер, матч выиграл, не оставив шанса своим соперникам. Из 39 стартов в мире 24 победы, 8 в Европе. Помимо всего прочего, этот жеребец принимал старт на приз Европы в Польше, в городе Варшаве, где всего лишь ноздрю перед самым финишем уступил французскому жеребцу и остался вторым, хотя всю скачку тянул на себе. Но спорт всегда был и будет оставаться спортом. Второе место также является почетным и платным. Есть такая в мире организация, Всемирная организация арабского конезаводства. Коротко называется ВАФА. Так вот, в 2005 году ВАФА признала жеребца Мадьяра лучшей лошади СНГ. Я не случайно попросил внимание обратить на ход этой лошади на России. Многие из вас слыхали крылатое выражение, когда лошадь парит над землей. То есть так подвисание, когда все 4 конечности находятся в воздухе. Пусть, может быть, он не совсем красивый внешне, не всегда получал высокие оценки на шоу за голову, стойку, за кофе, но стоило ему только двинуться по манежу, как он сразу же превосходил всех своих соперников. Наивысший балл на любой шоу-выставке выдается за движение. Ну, движение вы сейчас видели воочию, действительно прекрасно. Сейчас мы с вами остановимся на кличках лошадей. Как же даются клички в конезаводстве? До середины 20-х годов прошлого столетия клички лошадям давали самые произвольные. Кому как думается, кому как глянется. Порой были нелепые, смешные клички, были лопушки, забулдыги, бродяги и так далее и тому подобное. С середины 20-х годов это переходит в систему, и каждая кличка лошади начинается с начальной буквы матери. Вторая, третья и последующая обязательно должна быть начальная буква отца. Ну а в данную минуту перед вами на манеже находится жеребец по кличке Марципан от парусника килограмма. Но читается и пишется у коневодца наоборот. Сначала отец, потом мать. Кличка лошади не должна повторяться 25 лет. Почему именно 25 лет? Это средняя продолжительность жизни лошади. И пока в Терском конном заводе живет жеребец по кличке Марципан, больше в России жеребцов с такой кличкой не будет. Я имею в виду именно арабских. Ну и довольно-таки также часто задают вопрос, чем питаются лошади, что они едят, как нам удается их сохранить в такой прекрасной форме. Как я и сказал, сама по себе арабская лошадь не крупная лошадь. Средняя живая масса составляет 350-400 килограмм. Для того, чтобы накормить такого красавца, в сутки потребуется около 6 килограмм овса, до 10 килограмм сена. Ну и в весенне-летний период жеребцы-производители получают до 15 килограмм свежескошенной зеленой массы. Помимо всего прочего, в весенне-летний период жеребцы-производители находятся на усиленном рационе. Дополнительно к общему рациону получают килограмм морковки, 100 грамм сахара, 50 грамм подсолнечного масла и сырые яйца. В зависимости от нагрузки жеребца-производителя нагрузится количество сырых яиц в организме каждой лошади. Ну и как вы уже обратили внимание, что практически все арабские лошади на ходу высоко несут свою голову и всегда высоко держат поставленным суставчик хвоста. Эти два признака на протяжении веков селекционировались бедуинами. Бедуины считали, что спереди всадника от неприятельских стрел и копий должна защищать голова и шея лошади, сзади от прицельной стрельбы должен возникать высоко поставленный суставчик хвоста. Если вы видите даже лошадь не арабской породы, но на ходу высоко несущий султанчик хвоста, то знаете, где-то в 3-м, 4-м, 5-м колене там все равно будет арабская корона. Ну а сейчас на манеже дается 17-летний жеребец Сердан, и вы сейчас воочию можете убедиться, что яблоки еле-еле просматриваются лишь на трубе этой лошади. Этот жеребец не принадлежит Терскому конному заводу, находится у нас в аренде, принадлежит, раньше мы говорили, бывшему будущему, нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Этот жеребец и кобыла были преподнесены Владимиру Владимировичу Путину в 2001 году при посещении страны Арабских Эмиратов, семейства Мактуба. Это правящая династия в Арабском. Кобыла в данную минуту, как и положено женщине, находится на маточном табуне, занимается воспитанием ребенка, ну а жеребец в данную минуту находится здесь перед вами на манеже. Глядя на этого серого красавца, мы, конечно же, надеемся, что повторит своего дальнего родственника, земляка, который к нам попал в 1963 году.
Никиту Сергеевича Хрущева приглашают в страну Египет по поводу окончания строительства Асуанской плотины. Не секрет, что Асуанская плотина строилась по советские деньги. Прибыв в Египет в целях развлекательных или познавательных, Никиту Сергеевича Хрущева приглашают в завод «Загра», занимающимся разведением чистокровных арабских лошадей. Но все мы прекрасно знаем, что Никита Сергеевич был хороший политик, хороший охотник, но не сильно любил лошадей. Поэтому на все происходящее смотрел равнодушно, без всякого интереса, и лишь напротив одного из серых жеребцов остановился, преподнес ему лакомство и произнес крылатую фразу, которая в дальнейшем изменила ход истории в конезаводстве. Красивый жеребец взяли бы и подарили. Отель Насуру деваться было некуда. Лучшего жеребца вывели с конюшни и преподнесли в дар Никите Сергеевичу Хрущеву. Во всех международных студбуках и современных книгах он записан как Рафат. Но уже в самолете Чистокровской плотины его переименовали в Асуана. И к нам в Советский Союз, и в хозяйство он уже прибыл под кличкой Асуанец. Прожил на территории хозяйства более 26 лет. Оставил около 300 потомков, из них 148 вошли в элиту мирового конезаводства. На сегодняшний день его внуки и правнуки проживают в 45 странах мира. Похоронен здесь, как и положено, особо выдающихся лошадей по традиции бедуинов, полный рост, дорогой кузнец, в дорогом седле и дорогой расшитой подложке. Могила находится в нашем дворе, но при входе сюда вас встречали две бронзовые фигуры. Одна принадлежит кобыле натурщице, близкой к эталону арабских кобыл. Вторая принадлежит жеребцу Асуану, заданный Асуан, который место развития не только конезаводства Терского фондового завода, но и всего конезаводства Советского Союза. Ну, как я вам уже и говорил, что в мире более 250 пород лошадей, лишь только 3 из них чистокровные чистокровные. Сейчас мы вам покажем еще 2 чистокровные породы лошадей. Для нас эти 2 породы никакой племенной ценности не представляют. Мы не занимаемся разведением чистокровных лошадей. Для вас, для показа, для того, чтобы вы их могли увидеть, сравнить и хоть как-то научиться различать их между собой. Хотя они все абсолютно разные. Вторая древнейшая на планете чистокровная ахалтыкинская порода лошадей. Выведена как Тургенева, как писала санкт-петербургская поэтесса Ирина Херман, в ахалтыкинской лошади воплотился гепард и орел. За мягкий кошачий их сравнивают с гепардом, за длинную шею и корпус чистки сравнивают со змеей, за орлиный глаз и профиль, естественно, сравнивают. О признанности и выносливости этих лошадей написано очень и очень много. Лошадь Александра Македонского по кличке Буцефал был также ахалтыкинским жеребцом. В бою принимал участие, зубами отталкивал грудью и бил задом. В 1930 году в Советском Союзе на ахалтыкинских лошадях проводился пробег Ашхабад-Москва. Общая протяженность пути составила 4300 километров. Лошади прошли за 84 дня. Из Кикаракумов 360 километров. Лошади преодолели за 3 дня. То есть средний путь по пустыне составил 120 километров с ограниченным количеством воды и корма. На манеже находился золотисто-буланый жеребец Бисер Шаэль, Ат-2 и Бибип Ханум, чистокровная ахалтыкинская порода лошадей. Ну и, наконец, самая молодая среди всех чистокровных пород лошадей, чистокровная английская, выведена, конечно же, в Англии. Основной критерий, который брался во внимание при выведении этой породы, это время. Все крупные рекорды на 7 километров принадлежат этой породе. Самые дорогие скачки призы разыгрываются на этих лошадях. Ну и самые дорогие лошади на планете, конечно, чистокровные лошади. Хотя в начальной стадии разведения в отцовской форме здесь лежат как арабские, так и ахалтыкинские жеребцы. Самая дорогая скачка в мире проходит в конце февраля, в начале марта, в Арабском в Дубае. Скачка называется «Дубайский кубок». Призовой фонд скачки составляет 12 миллионов. Если вы являетесь обладателем чистокровной лошади и вам повезло, вас пригласил шейх, а именно шейх отбирает 25 лучших голов со всего света, 2 минуты переживания, и через 2 минуты вы можете стать миллионером, если вам повезет. За первое место отводится 6 миллионов долларов.
А остальные 6 миллионов по убывающей до 4-го места являются платными. Ну, как я и сказал, что это самые дорогие лошади на планете. Самая дорогая лошадь 20-го столетия была продана в 1996 году из США в Бразилию, был продан жеребец Куих за 24 миллиона долларов. Ну и если вы являетесь обладателем чистокровной английской кобылы, и у вас появилось желание получить потомство от такого жеребца, то знаете, такая встреча вам обойдется как минимум $500 000 долларов. Ну а сейчас перед вами находился темно-темно-гнедой жеребец подвесный скутер от Саймон Тру из Кобочки, чистокровной английской породы лошадки. Ну и под занавес нашего показа и рассказа, обычно этим жеребцом мы заканчиваем показ. Почему именно им? Потому что эта лошадь близка к эталону арабской лошади. Но ничего в мире не бывает идеально. Все имеет определенные недостатки. Да, он действительно имеет маленькую, сухую, широкую голову, длинно, изящно изогнутую шею, компактный корпус и конечности. Глядя на него, вспоминаются слова Джека Лондона: ничего нет красивее на белом свете, ребята под полными парусами, женщины и лошади на полном скаку. Это действительно так. Его мать Нагрузка, неоднократная победительница традиционных призов на дорожках ипподромов страны. Его отец Пилигрим, неоднократный победитель ряда шоу в России, в которых он принимал участие. Помимо всего прочего, дважды был чемпионом Голландии. Так уж повелось, что за всю историю существования завода нам довольно-таки часто приходится встречать политиков, космонавтов, художников, актеров. При одном из таких посещений великой балериной Галины Ивановой, после просмотра лошадей, она встала, произнесла фразу, которой мы пользуемся и по сегодняшний день. Красоте и грации арабской лошади могла бы позавидовать любая балерина мира. На этом наша вылазка подошла к концу. У кого остались вопросы, пожалуйста, задавайте, если я все постараюсь.